Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Лев на канале Таро Инспирационе. Таро-прогноз и старинный цыганский пасьянс. Чего вы не ожидаете в апреле? Что уйдет из вашей жизни? И что придет взамен? Апрель несет важные перемены, и в этом раскладе мы с вами рассмотрим, что завершает свой путь в вашей жизни, что приходит внезапно, неожиданно для вас, ну и что же нового стремится войти в вашу жизнь, может быть, уже где-то на пороге в апреле. И на картах старинного цыганского пасьянса мы посмотрим те события, которые совсем скоро произойдут. Но пока это от вас скрыто. Может быть, вы и не догадываетесь. Вот как развернется палитра событий вашей судьбы, давайте узнаем. И, конечно, останемся реалистами, рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Так что же там для львов? Какие вопросы для вас будут в апреле в приоритете? Какие события, самое главное, может быть, и с чем, с кем это будет связано? Смотрим, пока не вижу совпадений. Когда вот с первых карт не выпадает никаких совпадений, сочетаний, часто это говорит о спокойном течении жизни. Поэтому вполне вероятно, апрель начинается где-то в таких размеренных энергиях. Но вот смотрите, тревога, скрещенные мечи, это не значит, что что-то происходит в материальном мире. Но вот да, пусть это где-то первая неделя, ну так условно скажем, правда, хотя тут у каждого по-своему. Начинается совсем спокойно, но здесь может быть сама по себе новость. Посмотрите, у вас выпадает колокол. Колокол – это неожиданное известие. Это то, что не мы планировали, это то, что может быть как средство массовой информации, но каким образом на вас это может влиять. Может быть, это ваш план какой-то или задумка. Может быть, вы планируете какую-то поездку или для себя, ну, как, знаете, задумали какой-то очень важный шаг. Это всегда может быть как событие в жизни людей, когда меняется что-то у людей. Но, видимо, это оказывает влияние и на вас тоже, дважды, я бы сказала, потому что ваш какой-то план тут может выгореть именно или получиться именно потому, что по колоколу что-то вот как меняется. Выпадает у вас, смотрите, корона, символ власти, безусловно. С одной стороны, это и ваша власть, это ваша сильная позиция, конечно же. Но кому-то из вас придется буквально больше контактов с сильными мира сего или с руководителями, банально. Какие-то организации, официальные лица, может быть, это и юристы или представители законной власти. Вы можете оказаться как в общении, словно на ранг выше. И вы по этому поводу будете, скорее всего, может быть, даже сомневаться или тревожиться, получится, не получится, что-то вот такое. Ну, потому что всегда так устроен человек, когда мы сталкиваемся с чем-то новым. Для нас еще как необкатанная какая-то игра или для нас что-то непривычное. Мы где-то тушуемся, а тушеваться не надо. Посмотрите, тут у вас может быть какой-то очень важный контакт с важным лицом, потому что у вас совпадает и корона, и одновременно мы можем сложить узел. Прочная связь. Прочная связь с каким-то человеком, который, может быть, имеет рычаги влияния. Или и сам по себе человек ресурсный. Может быть, и ваша, как мы говорим, сильная позиция, но прочная связь может касаться каких-то отношений, которые, тем не менее, будут продолжаться долго. Вот смотрите, даже я точно могу сказать, тут не столько, мои дорогие львы, сколько вы тут какие-то революционные, инновационные перемены себе задумали, сколько вам приходится адаптироваться к той обстановке, в которой вы оказываетесь. Спокойное течение жизни на первую неделю мы уже с вами обсуждали. Но может быть центр апреля, да? Вторая, третья где-то неделя, когда, ну, проходит в таких более активных ваших действиях. Пусть это не физическая активность, а работа интеллекта. Вам нужно будет что-то решить, обдумать, да, вот мы говорим, поразмышлять, как мне поступить. Но как будто завершение апреля месяца здесь выравнивается какая-то ситуация, потому что спокойное течение жизни, свеча как раз об этом свидетельствует. Но скучать где-то в середине апреля будет некогда. Значит, вы можете услышать, ведь нам не говорит
пасьянс, с чем это будет связано? Может быть, это перемены на работе или какие-то там, ну, как, знаете, перестановки в вашем коллективе. И я не исключаю, что тут могут быть и такие метаморфозы, когда вакантное место освободится. С учетом, опять же, короны. Это для вас как какой-то путь открывается. Поэтому действовать осторожно, но, тем не менее, не теряя самообладания, не упустить все-таки какой-то момент. И я здесь в этом вижу, потому что это может быть как удобное, как оказия или сложившиеся условия, обстоятельства, мои дорогие. Ну, поэтому будьте готовы к тому, что придется действовать нетрадиционно, не совсем так, как вы к этому привыкли. И вот пока мы с вами говорим, я проверяю, что мы можем еще сложить в нашем пасьянсе по вертикали и по горизонтали карты в крайних рядах мы тоже можем складывать. Но, откровенно говоря, я не вижу больше совпадений, поэтому давайте дополним картами Таро. Так что же там для львов? Интересно, что несет апрель? Ну и для начала, что завершится, или что идет к какому-то финалу, какая ситуация. Возможно, вы сами от чего-то откажетесь, иными словами. Так что же уходит, что завершается, что уйдет? Император. Какой-то важный человек. Какая-то персона, которая, может быть, вы на нее ориентировались. Рядом у нас королева кубков. Для кого-то из вас это будет касаться взаимоотношений. У кого-то, правда, работы, потому что тут может и уйти какой-то человек как на повышение. Вы можете даже сожалеть, кстати. Но для вас это может открыть, наоборот, какие-то перспективы. Или освободившуюся вакантную должность вы как под себя, может быть, можете использовать. Или какие-то свои навыки, ресурсы раскрыть. Вы ведь по аркану император сами можете как изменить организацию собственной жизни. И я не исключаю, кому-то из вас, правда, это будет касаться карьеры, когда ваш статус, мои дорогие, меняется. Уходит прежний статус и приходит, это точно. Вот вы знаете, что уйдет? Тут будет, я тут больше вижу, что тут будет реорганизация, связанная либо с вопросами закона, либо с конкретной личностью, которая достаточно ресурсна. То есть в жизни человека конкретного происходят изменения. И, скорее всего, по двум последующим после императора картам вы настроились на какое-то продолжение, определенная заданная траектория, а тут что-то будет меняться. Вы этого можете не видеть. Вам могли об этом, понятно, не сказать, даже если вы знали человека, может быть, сам человек немногословный. Но у нас император выпадает. Поэтому у кого-то смена руководства, у кого-то как структурные какие-то подразделения, может быть, меняются. Был, допустим, в одном месте ваш офис, а теперь будет в каком-то другом филиале. Вот то, что я говорила еще по картам пасьянса, Таро снова подтверждает. Посмотрите, колесо фортуны. То, что поначалу нас может разочаровать или словно, ну так, приостановить, в какой-то ступор даже внести. А тем не менее для вас это колесо фортуны, для вас это открывает совершенно новые перспективы. Так что же это уйдет-то точно? Посмотрите, пусть уходит, так и хочется сказать. Потому как даже если поначалу нас это цепляет эмоционально, или где-то могут быть такие вопросы, боже мой, а что мне делать? Или, ну и вот как теперь я, да, вот тут самые разные такие темы. Вы можете узнать, для кого-то это может быть, как иногда по аркану император, это какая-то важная персона, иногда это отец, ну пусть не обязательно отец, по полу карту мы не рассматриваем, но может быть это какой-то важный человек из вашей семьи, из ваших родственников. И он не уходит, он может переезжать, или у него там что-то меняется, или какие-то обстоятельства так складываются в жизни у человека. Но да, колесо фортуны говорит, что для вас теперь как открытый путь. Вот так или иначе. Это, знаете, как освобождение от какого-то бремени. Может быть, мы к этому привыкли. Или пусть мы к каким-то контактам привыкли. Но, видимо, наступает тот момент, когда последующую траекторию нам предстоит пройти в одиночку. Давайте мы зададим следующий вопрос. А что для вас внезапно, неожиданно, что вас удивит? Вот, может быть, больше пояснения, больше понимания. Так что же там для львов?
Внезапно. Что внезапно? Что вас удивит? Или кто удивит? Это может быть связано с человеком, которого вы недостаточно хорошо знаете. У кого-то напрямую может проиграться все-таки Пентакли и Рыцарь. У человека были свои планы по части работы, может быть, у кого-то даже, ну, как роман на работе, да? Или пусть это не роман, тут не про чувства, а именно скорее про работу, про занятость, какую-то конфигурацию взаимоотношений, когда один другому полезен. Может быть, как какая-то даже поддержка. Вас это может удивить. Вас может удивить тот человек, который вот вы его могли воспринимать, кстати. Вот в чем тут может быть заминка с учетом предыдущего ряда. Вы, может быть, воспринимали где-то уже эмоционально эти взаимоотношения, а здесь вы узнаете что-то о человеке, что да нет, он как раз на своей волне. Королева мечей. Вы можете, кстати, удивиться, даже кто-то, пусть это будет какая-то женщина, да, мы будем говорить, королева мечей. Может быть, это опять же мечей, поскольку это как наш интеллект или какие-то мысли. Вы можете узнать случайно, это вас удивит, какая-то тайна о человеке. И, возможно, этот человек тоже, как новости от него. Может быть, он собирается куда-то либо переходить точно или уезжать. Вы узнаете, что, может быть, готовится как внутренняя какая-то перезагрузка на вашем предприятии. Хотя я не исключаю, у кого-то это будет связано, может быть, с конкретным человеком, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей, или имеет там асцендент. К слову сказать, не все знают свой асцендент, и поэтому это может быть действительно тот человек, вам могут показаться его действия странными, а для него это будет продуманный план. Может быть, вас удивит как раз, что это для вас, как, знаете, какой-то сиюминутный порыв может казаться, а на самом деле план-то у человека уже был. Но здесь может быть точно так же, что вас удивит. Вас удивят суждения, например, конкретного лица, и нам не говорят, у кого-то это может касаться работы, у кого-то это может касаться и личной жизни. Вот я такого тоже не исключаю. Когда вы можете даже, допустим, думать, что я зря подумала об этом человеке, ну, каким-то определенным образом. И неважно, в плюс или в минус. Мы тут можем изменить кардинально мнение о ком-то. К примеру, о тех людях, которые нам казались, ну, так себе. Мы, наоборот, можем их открыть как с новой стороны, как людей надежных. Вообще, я должна сказать, кто-то из вас будет искать именно надежное партнерство. Но точно так же ведь это может быть, когда вы понадеялись уже на кого-то, думали, что ну вот тут действительно человек достойный, можно ему доверять, и вот такие метаморфозы тоже могут у вас быть, именно потому что действия какие-то оказывает человек или совершает. Это не просто, что вам говорят, а это уже какой-то факт свершившийся. Что будет для вас внезапно? Внезапно, правда. Колесница, перемены. Не уйдем мы от этих перемен, мы с вами говорим, начиная уже с пасьянса карта колесница, и я снова повторюсь. Для кого-то может быть как башня, камни с неба, мои дорогие. А для вас это шанс. Не упустите. Не упустите, потому что, ну, вы, мои дорогие львы, вы люди в большинстве своем надежные. Вы такие правильные. То есть есть уже какие-то принципы у львов, есть взгляды, что вот так вот правильно, вот как-то иначе это, ну, недопустимо. И не потому, что там нужна какая-то глубокая философия. Ну, вот так принято, понимаете? А здесь, вопреки принятому, что-то может быть. И вот именно это, как знаете, диссонанс вот этот, он может быть вами воспринят несколько болезненно. Будьте к этому готовы тоже. Потому что именно вот то, что для вас где-то неожиданно, открывает эти шансы и возможности для вас. Ведь это мы на вас смотрим. Что будет внезапно? Карта успеха, карта перемен. И все то, что я говорила, поэтому будьте готовы. Пусть это выглядит как какие-то метаморфозы судьбы, но именно для вас они открывают совершенно другой путь. Да, тут что-то вам придется передумать, будьте к этому готовы. Кому-то, возможно, это удивит, и будет и неожиданно, и вообще как на голову свалилось. Известие, у кого-то может быть, кстати, известие от ваших детей. Тоже, может быть, чадо взрослое вас удивит несколько. Но здесь это может быть связано сама по себе новость.
когда вам нужно следом за этой новостью что-то кардинально передумать, переиграть, словно взять другую тактику, найти недостающие звенья, как вы будете поступать дальше. Возможно, даже проконсультироваться кому-то придется у адвоката, у юриста, у какого-то узкого специалиста, да, чтобы для себя какую-то траекторию уже проложить более надежно. Будьте к этому готовы. Ладно, так а что ж придет взамен? Чего вы пока не видите, даже не догадываетесь, а это же уже стоит у порога вашей жизни, как на пороге мы говорим, да? Это уже как вам по судьбе. Что ли вам по судьбе в апреле? А вы знаете, тут может быть даже такая история, когда будут переводиться отношения на новый уровень. И пусть эти отношения у кого-то связаны, пусть даже работа, да? К примеру, вот я говорила, продолжим, то есть, да, вот я приведу два примера. Если это, допустим, на работе изменение человек или уезжает, или куда-то отправляется, или он на повышение как идет, да, для вас это есть какой-то явный хороший сценарий, сюжет складывается, когда вы о себе можете заявить о ваших ресурсах. И скорее всего, отношения с этим человеком продолжатся. То есть чей-то уход это не означает исключение из вашей жизни человека. И если эта тема касается личной жизни, чего вы не видите, здесь тоже, но как в другом статусе, будут, возможно, развиваться ваши отношения. Кому-то из вас действительно придется, может быть, обращаться к сильным мира сего. По этой карте у нас проходят люди в погонах, юристы, адвокаты, поэтому тут вот, может быть, и потребуется консультация юриста, или вам придется провести какие-то согласования в инстанциях, конторах, учреждениях, офисах, то есть с официальными лицами, точно. Посмотрите, вот вы даже не видите. Вот то, что я рассказывала, согласитесь, но, может быть, и не очень приятно слушать, и даже вы, возможно, не догадываетесь, что это вообще такое может произойти. А вот такая метаморфоза судьбы вас ведет к вашему солнцу. Это, знаете, может быть, ситуация не было бы счастья, да несчастье помогло. Ну, условно, конечно говоря. Какая-то неожиданность, которая приходит к вам через людей, для вас открывает возможности. Новые горизонты, вы чем-то будете, знаете, может быть, и озадачены, но и приятно удивлены. У вас какой-то свой собственный план родится. Может быть, это будет даже касаться у кого-то детей, мои дорогие. Дети будут ратовать. Для кого-то из вас, посмотрите, еще и туз кубков. Для кого-то это будут, как знаете, новая ступень или новое развитие уже в другом формате даже отношений. Для кого-то из вас откроются те перспективы, которые, к примеру, позволят вам путешествовать. Все же по аркану кубков это колода Чаромаркети, обратите внимание, это вас тоже может удивить. Золотые рыбы. И рыба это всегда как богатый улов, имеется в виду финансовая составляющая. Карта Солнца не случайно вам выпала. Поэтому увеличить как финансовый доход, а с другой стороны рыбы плывут в разные стороны. Если вы собирались ехать в одно место, вы можете передумать, поехать в другое. А если никуда не собирались, то тут очень быстро вам, может быть, захочется как раз не сидеть на одном месте, а больше перемещаться или путешествовать. Я не исключаю, что для кого-то новые планы, которые касаются вашего творчества, работы, может быть, на дому, на самого себя. Но вот у нас лучезарная дельта, да? И неважно, какая фаза Луны. Вот для вас будет задача, мои дорогие, чего вы не видите вот прямо сейчас. И чего вы не будете, может быть, даже видеть наверняка в апреле. То, что для вас может казаться, ну, вот так, как за гранью понимания или за гранью какого-то, знаете, такого достоверного факта. Допускайте альтернативные варианты и слушайте свою интуицию. Давайте достанем совет от карт для львов на апрель. 20-й старший аркан суд. Вот все то, что происходит в апреле, это не случайно. И те контакты, которые у вас сложились до этого момента, или ту историю, которую услышите, увидите, столкнетесь в апреле, каким-то образом на вас это тоже оказывает влияние. Вы проходите такое пороговое значение между прошлым и будущим. И правда, апрель несет вам важные перемены. И пусть эти перемены связаны даже с тем, что меняется что-то в жизни у людей, которые окружают вас, неважно, в личной жизни или
это будет касаться работы. Ну и для вас в связи с этим открываются новые горизонты. Это никогда как прежде. А карта еще и говорит совет вам. Не оглядывайся назад, лев. Тебе отсюда только вперед. Карта избавления от боли, избавления от страданий, от разочарований. Позвольте чему-то завершаться, если оно, ну, так складывается, или словно само пытается от вас оттолкнуться. Святое место пусто не бывает, и стало быть, на освободившееся место, может быть, это как судьба расчищает определенное пространство. Придут другие новости, придут другие возможности, придут новые интересные знакомства. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы, а я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете душевные, добрые комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте на моем сайте публикации, подписывайтесь на мой телеграм-канал, все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, мои дорогие, искренне, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.